Считай, вы мне крылья вернули. Я думал, мне в этом году просто спишут напрочь. Сергей Иванович, здравствуйте. Поздравляю вас с прохождением вашей летной комиссии. Прошу вас поведать о том, как, значит, вы в прошлом году или когда вы последний раз ее проходили, как вы принимали синтезиты, как вы прошли ее в этом году, какие у вас есть изменения по здоровью, сколько вам лет, какой у вас вес, ну, в общем, все возможные подробности. Приветствую, Александр. Ну, в авиации не говорят последний раз, говорят крайний раз. Хорошо. Но мне 52 года, вот, из них 20 лет я летаю спортивные самолеты, в основном легкая авиация, спортивно-пилотажные. Вот тут маленький мой самолетик стоит, я прям в ангаре у себя сейчас нахожусь. Ага. Вот. Ну, нормально не было никаких, в принципе, по здоровью вообще я не обращал внимания. Ну, уже после 50 лет, мне 52 сейчас, начал замечать, что то давление, то в ухе там засвистит, то еще что-то. Начал набирать вес. Вес у меня был в январе, дошел до 107 килограмм. На данный момент у меня 95 килограмм. Ну, 12 килограмм я скинул. Вот, это так, в общих чертах. Давление, ну, подскакивало 140, 150, вот, в течение 1,5 года уже, в принципе, вот такое вот было. Ну, когда очень часто слушаю Владислава Александровича на АРИ, вот, ну и про синтезит узнал, и внимательно следил за этой темой, и когда начал поступать в продажу, я сразу же написал на сайте у вас, наверное, в числе первых, вот, в январе я заказал, получил я в марте. 21 марта я начал принимать. Послезавтра будет 2 месяца ровно. Вот. Значит, что? Сразу какие изменения? Ну, по одной таблетке принимал утром. Вот, натощак, за 20 минут до еды, ничем там не запивал, ничего, вот 20 минут ходил. Ну, вкратце, если так, я так набросал. Ну, похудел вот с января где-то вот по это, ну, я в январе немножко диету держал, вот, но конкретно с марта по сегодняшний день я скинул 5 килограмм с половиной, вот, с приемом синтезита еще, вот. Потом отжимался я где-то раз 18-22 в этих районах, вот, после приема синтезита это на отказ, что уже больше не могу. Вот, ну, сегодня 40 раз. Ну, уже в 2 раза, получается, работоспособность выросла. Так, вот волосы у меня, парикмахерша заметила за 2 месяца, были жесткие, но они так не особо седые были, насчет седины не знаю, жесткие были и, ну, редковатые. Сейчас стали гуще и как мягкие. Вот чувствую, что мягче волос стал. Вот как в молодости он мягкий был, понимаете? А чем старше становится, волос жесткий становится, как у ежика. Вот он что-то стал немножко мягкий. Потом сон. Ну, раньше вот к вечеру уже все, спать хочу, ложился, ворочался, то на одном боку, то на другом боку, никак не мог себе места найти. Вот. А после приема синтезита где-то, ну, в принципе, на первой неделе, на второй уже, вот работоспособность бешеная. Вечером спать не хочется. Идешь, себя просто заставляешь, что пора уже спать, уже там 12, пол первого, надо ложиться спать. А хочется там то сделать, то завозишься что-нибудь. Вот. И, короче, ложишься, никаких книжек, ничего. Думаешь, книжку почитаю. Вот как выключатель выключают, щелк только, и до самого утра спишь. Как вот богатырский сон. Вообще вот беспробудный. Не ворочайся, не встаешь никуда. Вообще удивительное вообще. Утром встаешь, бодрый сразу. То пока там дойдешь, пока душ не примешь, не проснешься. А то сразу встаешь бодрый, все, вот встал, все, побежал. Очень удивительно. И вот изменения. Вот. Так, ну, в принципе, по таким своим ощущениям все. Ну, общий тонус, все хорошо. Ну, я
его пил для чего? Мне нужно пройти медкомиссию. Прошлая медкомиссия у меня была на пределе. На пределе была по именно сердечно-сосудистая система, давление и ну, прочие с ним издержки. По сердцу, там пульс и все такое. Я вот приготовил. Вот. Могу показать. Прошлый год у нас раз в 2 года медкомиссия проходит, но раз в год идет годовой осмотр. Вот. Ну, позапрошлый год и прошлый год, в принципе, одинаковые. Вот и вот. Две бумажки. Называется, короче, Вела, чего-то там. Сейчас очки возьму, я уже немножко зрение. Ну, короче, велосипед крутишь, весь в проводах, в датчиках, вот этих велосиметр какой-то там, я не знаю. Так, вот идет 2018 года. Там в чем заключается? Первый этап идет 90 ватт в течение 3 минут, второй этап идет 120 ватт, вот, и третий этап 150 ватт. Это четвертый этап, 150 ватт, первый этап 60 ватт. Вот. И что получилось у меня? У меня на 10-й минуте в прошлом году, 10-я минута, это 150 ватт нагрузка, положено крутить 12 минут, я на 10-й минуте выдохся, у меня вывалился язык, это стояло меня, я весь потом обтекал, вытирала меня этими салфетками медсестра, я крутил эти педали, весь как космонавт в проводах, короче, 2 минуты я не смог докрутить. Она говорит, все, остановила, у него, говорит, пульс уже, ну, пульс у меня был, тут сейчас написано, найду, 145 ударов в минуту пульс был, давление подскочило на 10-й минуте 220 на 115. Вот. Потом должно давление успокоиться, прийти в норму на 5-й минуте. На 5-й минуте у меня давление не пришло в норму 150 на 95. Вот. Я могу эти документы, в принципе, сфотографировать, отсканировать, вам послать. Да. Вот. Она сказала, надо тебе за собой следить, все такое, ты уже возраст все-таки, надо уже думать. А я летаю пилотаж, там очень большие перегрузки, плюс 5, плюс 6 единиц. Вот. И, в принципе, уже начинают, ну, когда делаешь там петлю или еще что-нибудь, уже в глазах мутнеет сильно довольно-таки. Это очень большая нагрузка идет на это. Вот. И говорит, надо тебе уже все успокаиваться. Ну, я ж не успокоюсь, пока это, думаю, надо же все попробовать. Начал пить синтезит. В этом году врач этот же и медсестра это же. Вот. Что получилось? 4 этапа также. Все точно так же. Такая же точно бумага. Вот она. Вот. Я там 10 минут откатал. Здесь 13-я минута. 205 на 105. Это меньше, да. Очень сильно. Да, на 15 и на Это намного. 10. Ага. 13-я минута. Я на 10-й минуте сдох. На 13-й минуте я даже не вспотел. Она стояла с салфетками, они не пригодились. Я дышал даже нос. Ни отдышки не было. Я открутил этот велосипед ихний. Вот. И на 5-й минуте у меня давление успокоилось 135 на 90. Вот здесь результат. Здесь на 5-й минуте было у меня 150 на 95 в прошлом году. Ну, понимаете, 135 на 90 и 150 на 95. Это существенная разница, я считаю. Вот. Это вот. Плюс они мне кардиомонитор вешали суточный, вот его показания. Тут я на велосипеде дома занимался, крутил. Сутки ходил, на мне висел, он меряет давление через каждые 15 минут. Выше 138 не было подскока вообще за сутки. Вот. Ну, врач остался доволен. Сказал, а ты, наверное, таблетки пьешь? Они меня в прошлом году направили к терапевту наблюдаться, к своему участковому, в городе у нас. Вот. Я год наблюдался, бумажки писал, как положено. Она мне дала таблетки Ромазит. Ромазит H+, называется. Я по одной таблетке пил утром. Вот. Когда начал пить синтезит, я таблетки бросил пить. У меня давление вообще не подскакивает. Я утром меряю, максимально 135, если я там что-то делаю, прыгаю, все, так, 135 на 87, 88. А так обычно вот вечером перед сном я тоже меряю. Ну, уже даже не каждый день меряю. Уже мне это надоело дело. 128 там на 85. Стабильно, нормально. Таблетки от давления не стал пить. Вот. Я всего 2 месяца пил, Александр. Я не знаю, что будет через год. Вот. За 2 месяца, конечно, результат замечательный. Вот. Я благодарен Владиславу Александровичу очень сильно за то, что и вашей команде все, вообще это бесподобно.
Считай, вы мне крылья вернули. Я думал, мне в этом году просто спишут напрочь. Ну, хорошо, Сергей Иванович, на сколько лет вы себя чувствуете сейчас? Ну, я думаю, я, в принципе, себя нормально чувствовал все время. Вот. Ну, я думаю, лет 40, может, 35. Вот так вот. Хорошо. Но я не устаю ни капельки. Много двигаюсь, передвигаюсь. Нет. А, еще что заметил, на перегрузках, когда я летаю, у меня перестало темнеть в глазах. Это значит, система вегетососудистая адаптируется очень хорошо, сосуды стали эластичные. Когда сосуды грубые, она тогда нет. А когда сосуды становятся эластичные, то, в принципе, перегрузки выдерживаешь колоссальные. Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, вот вы врачу говорили, что вы пьете синтезит, или они не спрашивали у Нет, вас? нет, нельзя такое врачам говорить. Нет. Особенно на летной комиссии вообще ничего нельзя говорить. Надо говорить то, что они прописывают, что я это делаю. Всё. Не говорила им ничего. Но эта медсестра очень удивилась. Ну, конечно, полотенце не пригодилось же. Нет, нет. В прошлом году я падал. Ну и в этом году я наблюдал других пилотов с линейных компаний, с Боингов, с Airbus'ов. В принципе, они такие вот выходили, как я в прошлом году. Вот так долго ходили, дышали. Понятно. Хорошо. Спасибо вам большое за очень познавательное, информативное интервью. Желаю вам дальнейшего оздоровления. Передам обязательно руководству привет. Всего хорошего. До свидания. Спасибо вам тоже большое. Удачи вам.